Клюет, клюет. Походу хвост скинула. От меня еще никто не уходил. О, есть, есть. Готово. Всем привет, друзья! Вы на канале Камчатка со вкусом. Мы находимся на пляже Малолагерная, и сегодня мы приготовим вкуснейшую уху из кижуча. Готовить будем на костре, а подавать с томатами и зеленью, а также черным поджаристым хлебушком с красной икрой. Поехали! Рыбу мы поймали не просто из двух половин, но уже и потрошенную. Поэтому нам остается всего-навсего очистить ее от чешуи, разделить на стейки и на части для бульона. К сожалению, наше везение не распространилось на погодные условия, и продолжать мы были вынуждены под дождем. Хорошо хоть не по тропическим. Для наваристого и вкусного бульона берем брюшки, голову и хвост. Остальную часть режем на стейки, которые мы добавим почти в самом конце. Это не совсем обычная уха, друзья. В нее мы добавим немного длинного шарма. Поэтому предварительно подготовим угли для гриля и начнем разжигать костер. После того, как мы разожгли костер и установили казан, заливаем его водой и прямо в холодную воду отправляем наш рыбный суповой набор. Оу, чуть не забыли, обязательно добавляем цельную луковицу. Пока в казане закипает вода, крупными пластами нарезаем лук, перец и картофель. И, конечно же, не забываем снимать пену с бульона. Наши угли готовы, и мы можем выкладывать на гриль наши овощи, а именно картошку, болгарский перчик и лук. Нам просто нужно поджарить верхние слои. Погода продолжает удивлять. Вы только посмотрите, какая красота! Овощи готовы, поджаренные сверху и сырые внутри. Поэтому снимаем с гриля и нарезаем их небольшим кубиком. Также нарезаем кружками морковь. Бульон варился 50 минут, и этого более чем достаточно для отличного насыщенного вкуса. Поэтому с чистой совестью и ситом, ну или марлей, процеживаем бульон и возвращаем его в чистый казан.
Сюда же отправляем наши овощи с дымком, лавровый лист, перец и соль по вкусу. Мы можем спокойно добавлять рыбные стейки, ведь до готового блюда варить осталось всего около 20 минут. И сейчас самое время подготовиться к подаче, для чего мы спешно поджариваем черный хлебушек, измельчаем укроп и мелким кубиком нарезаем томаты. А спешно мы это делаем, потому что наша уха, видимо, не входила в планы камчатской погоды, которая преподнесла нам очередной сюрприз в виде сильного порывистого ветра, который, к большому сожалению, не позволил отснять нам финальный этап этого рецепта. Уха буквально вылетала прямо из половника. Но мы не сдались и довели начатое до конца. И эти кадры получились не сразу. Наша вкуснейшая, мощнейшая камчатская икра улетала прямо с ложки. Да, собственно, что рассказывать, вы и так все увидите своими глазами, друзья. Кран, хлеб, перец, смотри, вылетел весь. Смотри. Снимай эту. Стоп! Бутерброды, держимся, сейчас пройдет, наверное. И все же, эта необычная уха получилась то, что надо. С насыщенным и ярким вкусом. И никакой ветер не смог нам помешать.